Всем привет! Я не хотел записывать это видео, но на просторах интернета, да и не только интернета, а среди моих знакомых, так сказать, в моем кругу общения людей возникает одна и та же проблема, которая, мягко говоря, меня даже напрягает. На дворе 21 год, 21 век, а люди до сих пор страдают из-за этой, казалось бы, маленькой, но серьезной беды. Речь пойдет о драйверах, причем абсолютно неважно, какая у вас стоит операционная система. Люди скачивают всякий шлак, всякое дерьмо, которым просто тупо засирает свой компьютер, всякие драйвер-бустеры, какие-то там еще драйвер Pack Solution, всякие оптимизаторы Windows, которые своей же работой в фоне, незаметно для пользователя, затормаживают систему. А потом они плачут: ай, винда кривая или еще что-то. Все гнали на 11-ю винду. Лично у меня она работает шикарно, в разы быстрее десятки, но это уже не важно. Речь-то не о винде идет. Так вот, что же делать для того, чтобы у вас все шикарно работало, без каких-либо нареканий, и вам не приходилось буквально в смысле засирать свой комп лишним шлаком? Это было небольшое предисловие. Поехали. Смотрите, что я делаю. Тут у меня отдельный диск с программами. Качаем AIDA 64. Ссылка будет в описании на прогу. Запускаем прогу. Причем неважно, какая версия у вас AIDA будет. Бизнес это, Extreme Edition и Home, неважно. Теперь открылась у нас, запустилась программа. Желательно скачивать последнюю версию. Я дам ссылку на официальный сайт, где действительно можно будет скачать последнюю версию. Переходим в системная плата и еще раз системная плата. Вот. Системная плата, это она же материнская. Кликаем левой клавишей мыши, затем правой и нажимаем «Копировать значение». Переходим в браузер. В адресную строку вставляем поиск. Вот как раз Asus.com Support. Вот она, материнская плата моя. Так, это менюшки повылазили. Спрячьтесь. Вот. И здесь драйверы и утилиты. BIOS прошивка, также BIOS можно скачать. Вот, загрузить. Но нас интересуют драйверы и инструменты. Сейчас прогрузится. Что-то оно. Попробую обновить страницу. Вот. Выберите свою операционную систему. У вас, естественно, будет, ну, допустим, 64-разрядная версия 8.1. Я надеюсь, что у вас посовременнее материнские платы, поэтому у вас будет все именно под современные операционные системы. 32, 64. Ладно, пускай будет Windows 7. Вот. И качаем обязательно на чипсет драйверы качаем. Ну, я ради примера нажму загрузить. Аудиодрайверы. Программное обеспечение утилиты. AMD Cool and Quiet. Драйвер V2 для Windows XP даже. SATA драйверы.
Он, кстати, отключу переводчик. Вот. Так. Оно там качается еще. Я настоятельно рекомендую всем и каждому качать драйверы только таким образом. Как их устанавливать? Да легко. Допустим, вот аудиодрайвер. Я вот скачал его. Давайте представим, что я его уже скачал. Правой кнопкой мыши кликаем по меню «Пуск», открываем диспетчер устройств. Аудиовыходы и входы это не то. Звуковые, игровые и видеоустройства. Кликаем, выбираем наши колонки. Обновить драйвер жмем. Найти драйверы на этом компьютере. Выбрать драйвер из списка доступных драйверов. Установить с диска жмем. Обзор. И идем туда, куда мы распаковали архив. В архиве вот будет папка. Мы ее распакуем куда-нибудь на рабочий стол или куда вам удобно. Но лучше, конечно, в папку с драйверами на диск C распаковывать. Ну, чтобы оно не было разбросано. И вот название .inf это и есть драйвер. Нажимаем его «Открыть», и он у нас установится. Я не буду этого делать, потому что у меня все отлично сейчас работает, не хочу ничего нарушать. Вот только таким образом вручную устанавливаются все драйверы. И не надо надеяться на вот это вот, типа центр обновления Windows, что он подхватит драйверы нужные. Он подхватит максимально совместимые драйверы с вашим устройством, но это не те, это не родные драйверы. И, естественно, работать они идеально не будут никогда в жизни. Они могут работать хорошо, удовлетворительно, но не так, ну, оборудование не будет работать так, как задумано производителем. Вот. Поэтому не занимайтесь херней. Устанавливайте драйверы грамотно, и будет вам счастье. А я с вами пока что прощаюсь. До новых встреч. Пока.